Канавы наконец-то просохли. Север у нас интенсивно тает нашего края. Топит страшно. За всю историю не было такого. Дороги даже перекрыты многие. ГЭС наша Камская, Пермская спустила воду. Счастье не за горами, ушло под воду полностью. А Воткинская не спустила. И поэтому там все ниже Перми топит опять. Щавель вон. Люди уже давно хоть грибы собирают. Ну, не знаю. У нас в такое время никогда не росли. За Каму вот съездим, может быть, там что-то есть, посмотрим. Но той весной мы и там ничего не видели. Щавели вот зато у нас завались. Можно суп варить, хоть что делать. Пирожки стряпать, морозить. Вот я только присела в одно место. Ой, смотрите, сколько тут щавеля, да? Так что вот, грибов у нас нет. Кстати, вот грибами издавна очень хорошо люди травили друг друга. Самый простой яд. Не надо его нигде добывать, стараться. Императора Клавдия, это такой классический пример. Жена его Агриппина бледной поганкой накормила, а он любил грибочки. Вот она ему сварила суп, Агриппина его жена, и отравила его. А у Петра Первого мама Наталья Нарышкина, ее звали, покушала она грибов и от несварения умерла. Ну, она уже была старушка, там ей было 80 или сколько лет. И такие вот случаи. А самый такой обидный способ, как травились грибами, это спорынья. То есть это хлеб заражался грибом, и люди умирали целыми миллионами. Не побоюсь этого слова. В Америке, например, было такое салемская охота на ведьм, так называемая. Почему это произошло? Люди, поев, видимо, вот хлеб этот зараженный, у них начинались галлюцинации, их корежило, они прямо извивались, бормотали что-то. Ну и думали, что это как бы они ненормальные ведьмы. И целое следствие было. 20 человек казнили. А человек 200 просто посадили. Ну, это Америка. Если бы это было во времена инквизиции, там бы, наверное, гораздо больше. И вот такое было дело. В Ирландии тоже чуть не 1 миллион погибло из-за того, что хлеб был зараженный. Голод был. Голод не голод, но смотрите, вот этот цветок желтеньким цветет, кто знает, да? Я забыла, как он называется. Но они уже отцвели сейчас. Я видела, тут шла по городу, там, где рассадой торгуют, и этот цветок продают. Я думаю, что себе, уличный лесной цветок выкопали и продают. Так нечестно, да, ведь? Я прям на одном месте все собираю щавель. Здесь просто заросли его. Я выбираю, какой получше. Вот здесь вот, смотрите, он крупный и не жесткий, не дырявый. Под сенью дерев. И сныть тут же. Все, короче. Все тебе, пожалуйста. С ночевкой пошел и кушай. Ешь, что бишь. Сытый будешь. Картошку там сварил, салат сделал. Взял с собой вареную картошку с ночевкой. Сделал салат. Всю сныть эту сорвал.
Так вот. Дождь закончился, мелкий был. Нормально. Тихонько так передвигаемся на ту сторону. Манжетки цветут под ногами. Че, туда пойдем? Ого, уже как цветет, красный такой уже. Смотрите, уже свечки. Полезные. И низко растут вообще. Можно на спирту, на водке сделать. А можно сахаром засыпать просто. И на окошко поставить. На солнце они дадут сок. И это будет очень вкусный. И очень полезный. Опять дождь капает. Смотрите, какая красивая елочка. Ой, прямо вообще нежные. Пушишки такие, пушинки. Ой, какая маленькая елочка, смотрите. Ой, так их две. Их две сразу, вон две макушки. Вот так вот. Смотри, уже скоро будет. Но я тоже встретила эти. Я их вон хожу ем. Вот эти вот. Я говорю, сахаром-то я засыпала, как вкусно было. Как мед какой-то. Угу. Тройная такая сосна. Угу. Сами ведь выросли. Никто их не садил. А это прям такая красивая. Нежная. Молодая, нежная. Смотрите, какие шишки мощные. Прошлогодние. Лесная яблонька-то зацвела. Начала буквально. Скоро тут люпины встанут. Пройти нельзя будет. Вот оно попозже лесное-то. А это яблонька такая, да? Сорт другой. Красные будут яблоки, да? Такие красивые. Ой, какая туча-то идет. Вот она на нас точно прольется. Нет, все запасы с собой мне не страшно. А у меня ничего нету. Я сегодня ничем укрыться не смогу от дождя. Тут такие щавелевые места. Вот мы уже набрали, у мамы полная сумка. Там вот. Здесь уже большие шишечки. Ага. Вот у меня уже тоже много. А щавеля все не кончается и не кончается. И вот здесь очень много. Вот мы уже просто наклоняемся не каждому. Этот мелкий. Такой вот еще. Вот. Вон полно его. Я уже просто не собираю, хожу. Мама собирает. Мне уже надоело. Вот тоже лекарства. Вообще низко растут, смотрите. Хорошие какие. Вот здесь. Ого, какую нору. Не нору, а эту вырыли. Кроты кучу. Ветка упала, сломалась. Сама никто ее тут не ломал. Тут никто не ходит, кроме нас. Вот смотрите, сколько ольховых шишек собирать. Или невысоко растут. Я вот у меня в деревне-то никакой Ну, это не покупаю. они не только от поноса, они просто полезные. Ну давай где-нибудь попробуем. Вон здесь, по-моему, это хорошо. Температуру сгоняли тушеной малиной, чай заваривали. Так видишь, раньше вирусов-то не было. Только простуда была. Очень много было. А если были вирусы, так хренушки бы вы малиной бы вылечились. Сейчас-то мы вон выживаем как. Сплошная. Я вот сейчас не работаю, так тьфу-тьфу-тьфу, хоть не заражаюсь. А то я постоянно вирусами заражалась на работе. Сейчас я берегу себя. Так, ну где у нас? Вот тут хороший вход. Нормальный. Здесь такой стеной растут. Потому что раньше вот это была граница леса. Вот так шло оно. А это поле уже шло когда-то. Ну что, кульбячник, здравствуй. Пришли мы к тебе. Ого, птички поют. Это кульбячник нас поприветствовал. Дых леса сказал, да, здравствуйте.
А что, сидушка наша где? Мне кажется, туда надо идти дальше. Нет, мы еще, ты че, мы на конце леса. Я тебе говорила, надо еще левее. Она прямо здесь поет. Земляничный лист под ногами. Так, ну вот здесь мы и расположимся. Так, взяли мы с собой немножко окорока пожарить на палочках. Опять паштет взяли. Собирались, потому что и хлеба. В темпе вальса собирались. Бегом опять выскочили из дома и пулей за 20 секунд до дороги. И как раз автобус, ну этот автобус. Нам сломишь, где я скрываюсь. Так, а что у меня с первой спички получилось? Я ничего не говорю. Вот это вот сухая. Хоть и лиственная. Дым, как всегда, на меня. Так, это еще сжигать надо. Опа! Церковная. Потом жара наступит. Так. Что мне выпало? Короче, смотрите, что. Ты не показывай. Это мои длинные волосы, которые я хранила 150 лет. Раньше у меня были длинные. Надо их тоже сжечь. Я сверху бы положу. Страшно выглядит так, да? Такие у меня были красивые волосы раньше. Вот такие будут два маленьких шашлычка, грубо говоря. Сейчас это прогорит, посидим маленько. Так, ну вот, сейчас уже скоро разгорится хорошо. Смотрите, какая маленькая лесная черемуха. Сама выросла тут. Вот. И зацвела. Наверное, первый год как зацвела. Опа! Так, от дыма в сторону. Фух. Что, возьмется? Нет. Вот это вот, как будто кто-то краской покрасил. Это на самом деле водоросли такие. Растут при щелочном загрязнении среды. Ой, смотрите, и тут муравьи. Тропу проложили. Идут кверху, кверху. Вот муравьишки, вот. Ух ты, так они до самого верха. А что они там делают, интересно? Живут на дереве или работают, а внизу живут? Вот у них тропа тут проходит. Вот это их путь. Как раз по красному. Может, они вот эти водоросли микроскопические едят. А вот говорят, неправда, неправда. Вот смотрите, мох, север как раз там. Вот эта сторона мшистая. Это как покрашенная водорослями. Вот. И то дерево также. Эта сторона нормальная, а там мшистая. Прям вот граница проходит. Так, ну все, разгорелся костер. Слава Богу. Слава Богу, разгорелся. Все, мы сожгли, что нам не надо было. Сейчас можно уже будет нормально жечь костер. Блин. Ощущение, как будто где-то август уже, сентябрь. Все, больше не подбрасываем. Надоело. Сейчас сколько есть. Все, мы сожгли, что нам надо. Так, я намазала бутербродики. Все, костер уже успокоился.
Каждый себе жарит палочку. О, как у твоя вкусно запахла. О, сейчас угли-то самые начались. Фу. Давай черного хлеба мне посмотрим. Он засох, пока лежал. А так можно положу? Нет? Сгорит. Готовы, уже пахнут готовыми. Уже капает жир прямо. Все, я уже буду свою так есть. Нормально. У тебя тоже жир капает уже. Еще простой хлеб есть. Чтоб на тебя не капало. Шашлык, башлык. Ну так буду. Тряпку надо? У меня есть. Даже кожа жевачая стала. Ну, это окорок, он готовый был. Мы в светофоре сразу покупаем шматками огромными. Ага. Пока грибов нету, в лесу делать нечего, так мы первый раз в мае-то, да, жгем костер. Наплевали на все запреты. Ну, какие запреты там? У нас сейчас запреты гулять в масках. Только, да? В транспорте и в магазине на улице можно без масок. Угу. Вон писали ВКонтакте, что тоже прицепились, что это вы типа без маски ходите. Вот выдайте. Я пенсионерка, где я возьму? Нет, на пенсия уйдет на маске. Даже через 4 часа менять. А я хожу все еще в одной маске, с которой начала ходить. Да, лишь бы только не придирались. У меня одна маска, надо ее уже выкинуть, наверное. Да, я тоже думаю на выпуск. Я ее для виду надеваю только. Ой, мама, не расшатывай оно на меня все. Так я хотела, чтобы пога. Пить у меня чай. Опять из природного. Из мелисы. Паштет из монетки. За 19,90. Костер заканчиваем. Просто пожгли. Погреться, да. Сжечь, да, от комаров. Уже начинают комары жучить, ага. Солнца нету, но дождя тоже нету. Чай с конфетой. Сегодня 17 градусов обещают. Все, наелись, костер закончился. Попили, конфетки поели. Собираем шмотки царские. У меня еще лопата с собой. Я же хотела копнуть корней. Оставляем наш лагерь и двигаем дальше. Никаких у нас грибов, естественно, нет. И не было. Ни строчков, ни сморчков, ни шапочек сморчковых, ничего. Трава уже какая высокая. Скоро костяника тут будет. Я проснулась без 10 4 где-то.
Продвигаемся. Где-то уже показывают люди маслята, красноголовики уже растут. Ну, у нас еще ничего нет. Лично я вот ничего не видела еще. Птичка прямо над нами. Песню поет. Песню весны поет нам птица. Маленькая пивунья. Украшает нашу жизнь. Хотя тоже живет в трудах и заботах. Липы, между прочим, липы. Это такие вот удивительные деревья у нас. Почему? Потому что они выжили после ледникового периода, вот, который у нас тут был. Ну, похолодания великого такого. Южные деревья. Получилось, что у нас теперь тут, можно сказать, север. И растут широколиственные представители. Это липы. Хотя это южное растение, южное дерево. У нас на юге края должно расти. А вот идешь и смотришь, ох, липа. А откуда липа? А вот она еще, когда тепло здесь было, когда-то давно-предавно, липы у нас тут росли, еще широколиственные разные. А потом наступило похолодание великое. Ну, грибы, видите, какие только. Стробилярусы, которые из-под снега только растут. Съедобные грибы. Много наберешь, можешь поесть. Раньше у вас в огородах какие-то садовые цветы не выращивали? А что, ничего в деревне не росло? И у других не было, да? Тоже не было. У вас даже это, вот тыкву не ели, ага. Это у нас на Урале вообще такое не ели никогда раньше. В старину. Ни тыкву, ни... Кабачки тоже ведь не было у вас? Нет, так у нас дачников не было. Ну, я имею в виду, а вот деревенские не ели ни кабачки, ни тыкву. Такое ничего, ага. Это был неизвестный вам овощ. Да. Ого, тут столько нормального. А вы что ели? Редьку, да ведь? Водку, редьку. Ну, Нет, обычную-то ели редьку. ну у нас редька, турнеп, калега. Ну, турнепскую туру растили, а как-то. Вон тут мелкий, так Репа, уже нагибаться калега. неохота. Ну, она же сладкая была. Брюква, может быть, это, нет? Калига, это может быть брюква? Ну, видишь, все народы что-то свое едят, ага. Сладкая была. Вот. У нас вот, например, никакую спаржу никогда в жизни не ели, ага, на Руси. Что у нас не росло? Так, ну что, разгулялась вроде погодка-то. Ну, какой хороший сорви. Одуваны такие классные. Высохла, трава высохла. Тепло так, вышли. Из кульбячника-то вышли, так тепло, так хорошо. Ой, так хорошо на этом поле. Оно такое красивое. Раньше ни одного кустика не было. Хорошо на нем. Даже бабочки Мне все начали хочется туда-то сходить, там, где летать, начали бабочки. где схрон-то охотничий. И там этот растет можжевельник, посмотреть. Пока трава невысокая, так охота туда сходить тоже. Горох, бобы садили. Гороху столько много было. Мы в картошку садили его, горох. А что, картошки 25 суток с лишним садили. Да. Бобов очень много, бобы с краю. Отдельно грядкой не садили, по бороздам. Очень много луку садили. Мы на зиму только ведер 17 собирали. 20. Все продавали, да? А продавали? Ну, продавали и свой. Денег-то ведь не было, зарплаты ведь не было. Ага, Нет. за трудодни работали-то. 30 рублей давали с нами. Так а что это? 30 рублей в месяц? Ну, На новые деньги, да? в школе все надо на это деньги. 30 рублей, блин, ага. В школе надо собирать, мама, конечно, мешки. И в Пермь. Огурцы, лук, картошку свежую всегда по лихе по 2 О, выкапывали. смотри.
Возили в Пермь. Мы раньше, у нас когда рыбы были, мы вот так вот немножко разроем, яйца муравьиные пособираем. Вон тащит один яйцо. Рыбы очень любят эти муравьиные яйца. У нас же поля рядом. Колхоз заберет и оставит остальное. Сколь собрали, больше уже к этим полям не приближается. А мы пойдем, мы по столько луку собирали, крупнющий. Лук. Его на полянке около дома просушивали, и мама его в Пермь возила. Потому что мы в зиму-то только свой оставили. 20 ведер нам хватало Чего? луку на зиму. Ну, ты говоришь, 17. Ну, 17, 20. Мы все время Ну, что, один лук есть не будешь, ага. пекли. Печка топится. Набросаешь печеный Надо лук. тоже сделать печеный лук. Ну, вкусно. Дед-то раньше делал нам печеный лук. Вот тут кто-то, смотри, проезжал-то. Да, вот он Свежие. распилил. Ну. И они, значит, туда поехали-то. На камышатник выехали. Трактор, что ли, какой-то. Ну, по 600 ведер только картошки в яму спускали. 600 ведер? Да. Ого. 50 ведер всегда в Голбец спускали. Голбец большой был, ходить можно было вот так вот. По 50 ведер туда только спускали. 30 ведер отдельно мама. Опа, где отдельно-то было. 30 ведер на посадку. Мы не меньше 30 ведер садили Ага. картошки. Мы ее 30 садили, а 600 ведер выкапывали? 700 даже выкапывали. Фига себе, такой результат. О, у нас, знаешь, сколько навозу-то было. Ну, какой щавель хороший, вижу. Ну, что он, да? Один-то. Нет, вон загибается. Идти неохота туда уже. Ай, хватит, набрали. Что, пойдем головачник-то? Нет. Там хорошо, я посмотрела, переход хороший. Нет, Не пойдем. ну, мы всегда еще угощали картошкой. Мама всегда. Яму идет, она А помнишь эти-то? ведро поднимала всегда Соседи-то были соседям. бедные-то, которые. Да. Флажка. Они вот вообще жили в землянке. Я к ним в гости ходила, мне было 4 года Это или не 3. землянка была, а баня. Но у меня воспоминания, что мы в каком-то... Картошечка маленькая. И это... Вот я к ним ходила. У меня смутные такие воспоминания были. А я помню, когда на кладбище ездили, и мы побирались там. Мне тоже. Вот я с кем там одна ходила по Мы могилам. пойдем на могилки к своим. Раньше там всегда, ну, на кладбище, когда много людей на праздник, Брату. и все тут что-то подают друг другу, да, детям. Сидели прямо это милостью. А тут идешь, подаешь. Мама ругалась. А вы хотели тоже побирались, ага? Пойдем с Манькой, с их ребятами. С корзиной, да? А мать их садила, их много ребят друг от дружки подальше, чтобы И они милостину и собирали. они ага. по полной, по двухведерной каждый в корзине. Ну там что давали? Пирожки, печеньки, да? Печенье, конфеты, В основном пироги, такое яички, всё. А, яички, да? вареные, Шаньги какие-то. ага. шаньги. Вот я тоже помню, мне маленькой на Но- кладбище подавали кто-то. Но мы такое не брали. Бре- Нам давали, мы им все Ну, брезговали, ага, потому что как давали. с мертвецов. Вон впереди какой, ну не будем наклоняться уже. Я Мы раньше в это, газировку старыми этими монетами бросали в, это, в автоматы. И билетики в автобусе. Мы раньше в автобусе ездили, где сам выкручиваешь. Мы туда что только не набрасывали. Ого, это же сойка. Смотри, вот сидит Ома с красным животом. Вот ветка вниз, вон там. Ну, смотри, погода-то нормальная. Солнышко. Там маленько пасмурно стало, а сейчас нормально. Еще 2 дня без осадков, а там, слышишь, а там на целую неделю, на 10 дней дожди каждый день нарисованы. Я почему хочу эти 3 дня интенсивно попутешествовать? один раз уже поставили А лето. вот знаешь что, когда заезжаешь в новый дом, кошку засовывают вперед, да? Мгм. Потому что по-старинному, кто первый заходит, тот первый умрет. А у нас же кошки не было, мы, помнишь, у нас же дед первый зашел, вот он первый, Ага. он вот первый-то и умер. Он как раз сможет. Пойдем прямо вот так или что? на корпусе ТН работал. Пойдем тут, да? Так что это все правда.
Ой, аж парит солнце. Ой, прям заливаются. Ой, хорошо посидели, поели. Расслабились. Так просто. Ну, спиртное мы не берем в лес. Так иногда очень, когда холодно только. Сейчас уже мы не берем. Ой, белка! Мама, смотри! Вот, товарищи, ствол впереди. Ой, блин, она внизу была, я испугалась даже. За ствол спряталась. Это такие белки-то, они шугаются людей-то. Сзади ствола, но ее сейчас уже хрен не увидишь, она наверху, наверное, уже. Так. Хитрышка. Где же она? Вон она! Она прямо тут. Тебе видно ее? Она от меня за ствол такая.